желание танцевать, мечта расправить крылья, жажда жить полноценной жизнью и неутешительный диагноз. Ирина Ларионова, будучи хрупкой маленькой девочкой, столкнулась с непреодолимыми трудностями. Еще с рождения ей поставили диагноз церебральный паралич верхних конечностей. У меня была родовая травма позвоночника. А диагноз ставили у меня церебральный паралич рук. То есть это защемление позвоночника, потому что он искривлен, причем очень сильно в шейном отделе. И мои руки могли только сделать вот так, то есть вверх я вот так не могла сделать. С детства Ирина мучилась от постоянных головных болей, ухудшения зрения и холодных стен, казалось, бесконечных больничных коридоров. С детства она была лишена всех радостей полноценной жизни. Врачи в один голос твердили, что необходим физический и эмоциональный покой. Из движения она могла себе позволить только иногда ходить. В летние вечера, когда жизнь на детской площадке кипела, Ирина смотрела в окно на резвящихся детей и грустила. Она понимала, что с неподвижностью рук и кистей не сможет играть с ними. Стоял страх быть осмеянной. В один из таких скучных вечеров Ирина смотрела телевизор. Шел 2001 год. Тогда по Первому каналу запустили сериал «Клон». Нашумевшая история любви восточной красавицы из Марокко и предпринимателя из Бразилии. Жади, так звали главную героиню, буквально поразила Ирину своей пластикой, грацией и красотой. Марокканка танцевала восточный танец для возлюбленного и, наверное, в то время вдохновила к танцу весь мир. Позже эта история любви коснется и Ирину. А пока страшно хотелось научиться танцевать, как Жади. Когда мамы не было дома, Ирина надевала старую юбку из шифона и пыталась повторять характерные движения за главной героиней. Маме об этом говорить боялась, ведь излишняя двигательная активность могла навредить ей еще больше. И как я помню, мотивация была только со стороны моей мамы. То есть она видела, что во мне что-то, может быть, даже что-то и получится. И поэтому она меня прям заставляла работать. Постепенно Ирина училась танцу. Были кризисы, о которых тяжело вспоминать. Было больно поднимать руки, делать повороты, восьмерки, смотреть, как сильно отстаешь от других. Не, мне кажется, все равно было сложно. Сложно в тот момент, когда ей доставалось мне сложно. И плюс помимо этого, ну как все равно по больницам я бегала и много чего пропускала, и тренировок, много пропускала. Всего интересного было дело. Но все-таки она нашла в себе силы выйти на сцену, вопреки всему. Через слезы и боль Ирина продолжала заниматься, перестала так часто бегать по больницам. Осанка постепенно стала выправляться, а мышцы крепнуть. Так началась насыщенная, интересная, новая жизнь. Спустя несколько лет Ирина поняла, что пора бороться за место среди профессионалов. Отточив базовые движения, девушка ушла из танцевального коллектива и открыла собственную студию. Сейчас коллективу Ирины Ларионовой «Нувара Элия» 10 лет. Ее ученицы регулярно выступают и участвуют на различных конкурсах, фестивалях и мероприятиях. Занимают множество призовых мест. Сама Ирина тоже соревнуется с именитыми танцовщицами всей страны.
Возможно, серьезный диагноз и его преодоление помогли Ирине в педагогической деятельности. Она строга и не позволяет лениться на тренировке. Ирина успевает не только развивать свою школу, но и создала прекрасную, крепкую семью. У нее 2 сыновей и любящий муж. Встреча со своей большой любовью, подобно Жаде и Лукасу, произошла благодаря танцам. Ирина танцевала на одном из мероприятий города, и Сергей был сражен невероятной грацией, пластикой и красотой девушки. С этого дня их судьбы уже навсегда принадлежали друг другу. Но мне кажется, все равно я еще не добилась того, чего хочу. Все равно мы всего хотим, да. Над облаками? И мне кажется, все равно, вот сколько я лет занимаюсь танцами, до сих пор, у меня как ломка, если я не занимаюсь, и мне потом плохо. Вот. Энергия. Там энергия, ты все равно приходишь, классно, потанцевала. Это классно.